Всем привет! Вы на канале Мама Ушив, с вами Леонид, и я в гостях у Анны Альжановой. Анна старший преподаватель школы испано-аргентинского языка Китали-Аргентина. Привет! Всем привет! Hola, chicos! Ahora vamos a hablar. Сегодня мы будем говорить про аргентино-испанский язык, наверное, да, потому что я учусь в школе и много интересного узнал и хочу поделиться этим с вами. Ну что, начнем? Давай начнем с простых вопросов. Расскажи немножко о себе. Как ты попала в Аргентину, когда ты начала учить испанский, какие-то вот такие простые вещи. Сначала, как я начала учить испанский. 5 лет назад я поехала в Испанию, в Барселону, мне ничего не предполагало беды, но я влюбилась. И влюбилась не в кого-то, а в язык. Я услышала, как они говорят, и такая, боже, я хочу слушать эти песни. Я говорю говорить на испанском, и я записалась вот на первый попавшийся интенсив. Я даже не выбирала школу. 4 часа в день шел интенсив, но объяснение все было на английском, а первый мой язык немецкий. Ну, то есть, чтобы ты понимала, я вообще ничего не понимала. 4 часа было просто абсолютного шума каких-то. Но я думала, что я наслушаю. Но что я делала? Когда я приходила после интенсива, я садилась домой, я просто искала эту тему на русском языке, смотрела объяснение, такая, это вот это было, делала домашку. Я на самом деле первый месяц я просто училась от заката до рассвета. У меня болела голова, у меня прям шевелились мозги, я чувствовала, как будто там кто-то живет. Но через 2 недели вот этого ада настоящего, у меня была тетрадка вся исписана, понимаешь, да? Я пошла в разговорный клуб, который был бесплатный, кто-то организовывал там. Я вот просто пришла с этой тетрадкой, села, я ее открывала, читала, говорила и нашла друзей. И мне вот сегодня говорят студенты мои, что на самом деле на один очень сложно с кем-то говорить, никто с тобой дружить не хочет. Но надо ходить на разговорные клубы, всегда с этого начинать. Это помогает разговориться, какие-то шаблоны. То есть понятно, что я пока отработала с одним человеком, выходя из разговорного клуба, я прекрасно могла себе все рассказать. И потом уже, когда пришлось возвращаться в Сургут, я из Сибири, 3 месяца прошли незаметно в Испании, месяц в Валенсии, которая мне не понравилась, кстати, вообще. Но это уже другая история. Ну, это совсем другая история. И я, когда вернулась, я продолжила учить испанский, и через 2 года ко мне стали проситься. Я прошла переобучение, повышение квалификации, именно на преподавателя, несмотря на то, что я преподавала в университете. А преподавала ты что до этого? А преподавала я вообще другое. Преподавала организация отделов работы рекламы. Вот. Но когда ты обучаешь чему-то студентов, понятно, что есть некие методологии. Это не то же самое, что учить языку, но когда ты проходишь переквалификацию, а у тебя все становится на места свои. И еще самое интересное, если ты этим горишь, а испанский вошел в мою жизнь, так он сказал, все, теперь я с тобой навсегда. Так. Ты хочешь посвящать этому практически все свое время. Я покупала какие-то постоянно безумное обучение, постоянно хотела этим заниматься. И мне кажется, люди начали ко мне проситься на язык, потому что я все время говорила на испанском. Я всех мучила. В центре, в школе играла музыка испанская, дома играла музыка испанская, в машине играла испанская, я нашла друзей по переписке, созванивалась, и, в общем, и вот в этом одержимом, в этой одержимости, да, если кто-то хотел учить испанский, говорил, Аня, возьми меня к себе. Вначале было страшно, но потому что все равно, когда у тебя есть там программа курса в университете, когда ты по специальности преподаешь, это одно дело. Язык, в общем, который ты достаточно недавно начала учить, понятно, что я прошла обучение, этого было достаточно, моего уровня языка хватало, но было все равно безумно страшно. И первая ученица меня уговаривала долго, она меня сама уговаривала. Я говорила, нет, я не возьму, ты что, с ума сошла, такая ответственность. Но в итоге все получилось. Мы начали видеть с ней результат, но в Сибири на самом деле... Не так много людей, наверное, кто хочет учиться. Нет, их практически. Но мне стали писать какие-то люди онлайн, и постепенно, несмотря на то, что это была не основная моя работа,
у меня были ученики, которых я вела и которые не отваливались. Потому что я думала, я сейчас попробую, они уйдут. Не пойдет, типа забьем. Да. И я как бы буду дальше жить свою прекрасную жизнь. Я испанский, мы вдвоем. Но нет. Они все прибывают, и думаешь, ты говоришь, когда уже они отвалятся? Когда мы Что же такого сделать? Да. Притом мне всегда нравилось организовывать какие-то вещи, и в какой-то момент я поняла, что индивидуальные занятия, ты очень много энергии вкладываешь в человека, и есть в языке такая штука, когда ты, вот если привык ко мне, тоже не испытываешь ни чувства стыда, ни чувства страха, на занятии можешь есть, спать, как бы я тебя не мотивировала, ты в конец становишься такой, оскотиниваешься. Амигой. Да. Такая, это моя уже. А в группе, даже если 3 человека, все равно мы должны держать лицо. И есть конкуренция. Поэтому я прям пилю за группы, потому что ты, во-первых, всегда у тебя есть с кем тебя сверяться. Ну да, если ты не сделал домашнее задание, а все сделали, тебе стыдно. Это вообще просто, это мое любимое. И я такая смотрю, что он такой, я думала, что никто не сделает. Слушай, я сейчас, например, как в школе иногда прихожу и прямо перед занятием на переменке заполняю домашнее задание, потому что знаю, что его надо сделать, его сейчас спросят. Да, видишь? Почувствовал все, да? Да, я давно так не делал. Да, и у тебя есть эта мотивация, представляешь, если бы не было бы никого, скажешь 150 раз своей училке, что ты не сделал домашку и все. Меня на самом деле мотивирует всегда то, что я уже заплатил. О, это прекрасно. Вот, кстати, про ценность платного образования, что когда мы платим, и чем больше мы платим, тем больше мы усилий вкладываем. Да, я знаю простой пример. Я когда занимался спортом очень давно, в прошлом, я занимался с тренером, и когда я занимался с тренером, я реально ходил в фитнес-клуб, потому что я знал, что сейчас я заплачу 2000 рублей за то, что он посчитает, сколько раз я подниму гирю. Но когда я понял, что мне не хочется, чтобы он считал, я перестал ходить в принципе, хотя абонемент был еще год. Потому что я такой, ладно, может завтра, да, то есть я уже не платил, короче говоря. И здесь точно такая же мотивация получается. Если я заплатил, почему я должен пропускать? Да, и это хорошо. Это как некий, получается, такая экосистема, когда ты, первое, тебе важно, что тебе подумают твои сокурсники, да, важно, что ты заплатил, и вот эта каждая доп. Мотивация, она тебя все время двигает вперед. И для взрослого человека многие думают, что взрослому учить язык проще в том плане, что он уже осознанный. Подождите секундочку. Этот осознанный человек имеет уже осознанную жену, детей, плюс-минус осознанных, которые все время что-то требуют. Работу, свою какие-то хобби, развлечения, ему просто время отдохнуть надо. И, конечно, его загруженность, она намного выше. И вот найти мотивацию в этой жизни. Да, тут весы, получается, на одной пиво стоит вечернее, да, на другой пойти учить испанский. И ты думаешь, как совместить это все? Да, поэтому это классно, когда мы эти ценности еще для себя понимаем и принимаем. И самое главное, не сливаемся. Почему тоже сливаются ученики часто? Не хватает доверия к самому себе. Когда у нас реальное сообщение пришло от ученика, он сходил на 3 занятия и сказал, вы знаете, я, наверное, откажусь, потому что 3 занятия прошло, а я все еще не говорю. Я сообщение это прочитала, наверное, раз 10. Я такая, наверное, мы плохо все-таки объясняем, что после 3 занятий заговорить на испанском невозможно. Да, максимум ты скажешь, как меня зовут. Да, я говорю. И то с ошибкой. Да, мы учимся говорить, как меня зовут, откуда я и так далее, прям если бы я за 3 занятия могла бы обучить всему испанскому языку, я вам говорю, я бы брала $10 000 просто за одно занятие. Уже ученики бы кончились, на самом деле. Уже бы весь мир говорил на испанском. Да, им был бы совсем другой ценник, совсем другой был ценник. Мы к этому движемся, потому что вот сейчас интенсив закончился, и ребята с нуля, абсолютно с нуля, они могут сказать простые предложения, попросить. И сегодня был нейтив, с которым они говорили. Когда он медленно говорит, они такие, мы понимаем. А до этого был просто шум. И, конечно, это победа, и, конечно, я радость. То есть я результатник, и я когда вижу, я прям такая, ладно, время потрачено не зря, все хорошо, все получилось. Мы пойдем чуть дальше и вообще поговорим о школе. Давай. Школа у нас называется Китали Аргентина. Да. Сколько лет школе? Школе скоро будет 2 года. Мы еще маленькие на самом деле. Но школа Китали Аргентина, она так получилась, что когда я приехала в Сибирь,
когда я приехала, когда я вернулась из Сибири, переехала в Буэнос-Айрес. В Сибири у меня были 2 школы, и... По обучению испанского? Нет, Или чего? нет, школа была разностороннего такого спектра, то есть там была такая концепция, что тебе ребенок приходит в школу, у него там плохо с математикой, приходит как репетиторский центр. Там был английский, компьютерные курсы и так далее, и, конечно, появился испанский, да. Но это был такой, знаешь, называется вишенка на торте. Но сама организация и так далее была уже понятно, как это делать. Как школа появилась? В меня перестали вмещаться ученики совершенно. Ну, то есть я работала с 8 до 8 вечера, а запросы приходили там, то есть лист ожидания был уже там, я такая до пенсии. Уже стала делать группы, ну и почувствовала жуткое выгорание, поняла, что, во-первых, я хочу как-то это все по-другому организовать. И на моем прекрасном пути встретилась Алина. Алина, у нее опыт ведения бизнесов большой, и она также учила испанский на интенсиве, она замужем за аргентинцем, она прекрасно говорит на испанском и на английском. И мы с ней как-то сидели, и я жаловалась на свою сложную жизнь. И она такая мне смотрит и говорит: а ты школу не хотела открыть? Я говорю: вот когда я продала школу в Сибири, сказала, что никогда в жизни больше. Такая: хотела бы. Это проблема всех предпринимателей. Да, такая: да, хотела бы. И она говорит: ну давай тогда посмотрим, сделаем бизнес-план, давай посмотрим сильные и слабые стороны друг друга, распишем все. Мы расписали, и я начала обучать преподавателей, когда мы еще на самом деле не... Ну, я уже так долго таскала эту мысль в голове, вот прям, ну, всегда же страшно начать, всегда же хочется все самой сделать. И мы обучили преподавателей первых, открыли группы, но и школа выросла очень быстро. То есть мы переехали достаточно быстро, мы сначала в школе арендовали помещение, но потом поняли, что хочется студентам предоставлять совсем другой сервис, чтобы были просторные аудитории, чтобы был кофе, была вода, были туалеты чистые. И для меня вот важно, где ты находишься. Поэтому... Да, и с учетом того, что у нас русский потребитель, ученик, ему тоже это важно, потому что мы в России немного зажались к сервису и хотим, чтобы все было намного лучше. Это боль на самом деле, иногда вкладываешь очень много сил и энергии, а люди прям просят еще, иногда думаешь: блин, куда еще, выше я уже не могу. С аргентинцами в этом плане проще работать, мы открывали, но они не платежеспособными, это проблема. Открывали курс русского для аргентинцев, как ни странно, они хотят учить русский, они обожают нашу культуру. И что произошло? Они были просто счастливы до, я не знаю, вот счастья уровень, когда есть там максимум. Вот для них было все прекрасно, и они говорили: даже этого много, это слишком. То есть от них не было ни разу ни одной там жалобы, ни одной жалобы. Но для нас это нерентабельно, потому что они, то есть совсем... Ну, насчет платежеспособности, конечно, можно поспорить, глядя на машины, проезжающие в Буэнос-Айресе, и на стоимость квартиры, и на то, что они сидят в кафе каждый день. Деньги есть. Очень, кстати, много, если обратишь внимание, те, кто сидят в кафе, очень много иностранцев. Много, но это здесь, в Палермо. Да. Мы сейчас находимся в Палермо. Вот в Палермо, если вы посмотрите по головам, там очень много, которые приехали-то совсем... Но я, как житель, например, того же Кабашита, могу сказать, что у меня там тоже достаточно много местных сидит в кафе. Дай телефоны, будем открывать. Будем визитки раздавать. Да, русский язык, кстати, вот эти методы. Но у нас, кстати, много смотрят сейчас аргентинцев, увидят, так что, ребята, для вас есть курс. Да. Но на самом деле это очень здорово, что они знают Достоевского, они знают Толстого, они очень много вопросов задают про культуру и еду. У меня есть друзья аргентинские, конечно, там на свой день рождения я заказывала медовик. Несмотря на то, что подружка, она прям печет, подружка из Венесуэлы, она прям занимается, она печет торты, но я ей сразу сказала: мы не твой будем торт заказывать и есть, а вот попробуем наш, чтобы было всем интересно. Обмен культуры. Они в полном восторге, но они, знаешь, как называют, видел вот эти сэндвичи их? Который белого цвета, сверху полит белой глазурью. Да, и вот если он разрезанный, он похож вот на только там слои с сладкой вот этой штукой их
Да-да-да. Дульце де лече. И вот остался сэндвичи-то, которые прям там сыр, хамон, они белый-белый хлеб. А еще есть, если пан интеграль, вот это, то очень похож. И вот у друга остался кусок, значит, этого медовика в холодильнике. Это прям у нас теперь шутка номер 1. И мама его открывает, там пришла к нему в гости, пока его не было, она открывает, значит, холодильник, такая смотрит, такая, о, сэндвич, класс. Вот откусывает, а он сладкий, то есть у нее вообще... И она его до сих пор называет, а вот этот сэндвичи-то вот такой вкусный был, это вот где они его покупали. Да, может, это, видимо, второй бизнес, который ты откроешь по производству медовиков, да? Вот и для них это очень необычно. Представляешь, у нее даже визуально, она же подумать не могла, что это торт. То есть у нее просто вкусовые, она посмотрела, она говорит, что это такое. И потом уже поняла, что это что-то было сладкое. Но вернемся к школе. Мы же еще не все рассказали. Хотел вот узнать про преподавателей. Вообще, как проходит обучение преподавателей? Ну, я часто вижу, что вот новый преподаватель появился, вот новый преподаватель. Что вообще с ними ты делаешь? Раньше тоже делала я с ними все сама, то есть они посещали мои занятия в течение 2 месяцев, реально давали тоже занятия моих ученикам. Мы делали тесты и потом выпускали их. Сейчас немножко делегировали, у нас есть старший преподаватель, есть разработанная программа, именно, которую они проходят постепенно. Что они смотрят? Они смотрят методологию, они смотрят нашу программу. Мы объясняем, для чего эта тема идет за этой темой, почему мы даем вот тут ученикам. И тоже, видите, они никогда не работали, например, с русскоязычной аудиторией. Мы объясняем, одна из тем есть, какие мы на самом деле, почему, когда мы злимся, не значит, что мы сейчас начнем убивать, почему мы неплохие, потому что для них наша вот это, я думаю, что ты понимаешь, про что ты говоришь, мимика, вот это, что сейчас я буду... Или когда человек начинает, он злится на себя, но ощущение, что он злится на кого? На преподавателя, да. Когда вот это вот все, я не понимаю! Вот. Это все не очень типично для аргентинцев, и мы им объясняем, чтобы им было комфортно работать, и ученикам было комфортно работать. Потом они обязательно должны посетить несколько занятий. Посмотреть, как кто-то проводит занятия. Да, притом к преподавателям уже те, которые опытные, долго преподают, которые входят в костяк, и после этого они дают один из уроков, заменяют группу, которая уже текущая, мы собираем обратную связь от учеников, обязательно на этом уроке сидит старший преподаватель, он дает обратную связь, и дальше его уже выпускает там, либо еще один урок проводит, либо мы ему открываем свою группу. Понятно, что когда новый преподаватель, иногда он слишком нервничает, то есть мы знаем, что он очень талантливый, мы знаем, что он реально хочет отдать себя, реально он хочет отдать, они переживают, а еще с русскими работать, знаешь, как мы сегодня будем работать с пришельцами. Вот. Те, кто опытные, понятно, они уже привыкли, а вот представь новенькие преподаватели, тем более мы все-таки предпочтение даем молодым преподавателям. Почему? Это может быть для кого-то странно, но в них очень много энергии, в них очень много желания. Они не работают на свое имя, они работают на учеников. Это важно. У нас был опыт, когда ты берешь, есть исключения, безусловно, я, например, старый преподаватель, хороший преподаватель, но если это какой-то профессор, вот у него есть уже имя, ему уже никому ничего давно заказывать не надо. Он приходит, значит, расчесывает свои усы, берет свою книжку и теперь мы будем писать. И вся группа вообще нервно просто... ждет, когда же поменяется динамика. Да. Динамика не поменяется. Да. И таких он будет еще стоять больше и больше. Да. Иногда происходят ошибки, мы берем не тех преподавателей, иногда даем много шансов. По энергии все разные. Видишь, я очень эмоциональная, я могу, например, 3 часа рассказывать вот на этой энергии все, держать интерес. Мне говорят, 3 часа проходит как-то вот 15 минут, и все, ты закрыл, открыл глаза. Есть энергии, есть преподаватели с пониженной энергией, но и к ним, как правило, такие более интровертированные ученики попадаются. Ну, на самом деле нужно рисовать табличку, знаешь, типа вот преподаватель такой-то, его скиллы такие-то, там спокойные, там добрые, там, я не знаю, быстрые, медленные. Но я по своей работе могу сказать тоже, что у нас есть разные типы клиентов.
в России, в моем магазине фототехники. И у меня специально подобраны сотрудники разных темпераментов, скажем так. И если к нам приходит медленный человек, ну, который такой, скажем, пленочный задрот, который долго выбирает фотоаппарат, если бы я вышел его обслуживать, я бы взорвался просто. Я просто не выдержал бы этого. У меня всегда есть человек для этого, всем говорил, иди ты. И он с ним там час может возиться. А бывает, приходит человек, я говорю, так, смотри, вот это тебе надо, вот это тебе не надо, смотри, вот это щелкнул, так круто. Он такой, вау, 3 минуты он купил камеру и ушел. Вот, зато если бы к нему пришел вот мой парень, который медленный, они бы уже были несовместимы друг с другом, так и здесь. Да, иногда происходит вот эта несовместимость, когда человеку хочется побыстрее, либо хочется помедленнее такой, мне вот слишком быстро, мне дайте помедленнее кого-то. Мы иногда делаем ротацию, мы на самом деле вот открыты к диалогу. И стараемся подобрать, ну вот мы стараемся сделать максимально все возможное, но иногда клиенты прям наглеют. Есть тоже моменты, когда, вот знаешь, карандаши недостаточно красные. Это вот мой любимый пример, когда человек просто не может подождать. Вот это 3 занятия недостаточно, чтобы заговорить на испанском. Мне кажется, это очевидная вещь. Ну, да. Но я уверена, он будет в чатах писать, я ходил, мне не понравился, я не заговорил. Сколько занятий прошло? 3 занятия прошло. Но там уже никто его не спросит, сколько ты прошел. А уже никто его не спросит, да. Иногда бывает там, а вот ходил мой муж, и женщина рассказывает ситуацию, она ни разу до школы даже не дошла, но ходил ее муж, и она там с его слов, с каких-то там пишет отзыв, который я читаю, мы тоже реагируем, и иногда просто очень по-человечески обидно, когда ты понимаешь, что это не имеет ничего реального со школы. Мы не идеальные, мы совершаем ошибки, мы, правда, иногда обучаем тех преподавателей, в процессе понимаем, меняем преподавателя, иногда понимаем, что преподаватель не зашел этой группе, меняем преподавателя для группы и так далее. Но мы всегда в диалоге. Ни разу мы не сказали, знаешь что, вот ты заплатил, все, ты читал оферту, деньги не возвращаются. Вот ни разу так сказано не было. Мы всегда стараемся. Но я понимаю, что как только человеку ты вернешь деньги, и если он останется с этой проблемой, он, скорее всего, этот испанский, в общем, так и будет он ходить. Сюда 3 занятия, сюда 3 занятия, сюда 3 занятия. И так и не заговорит. И такие тоже есть ученики, когда я знаю, что вот он у нас учился, забрал деньги, я в лицо, если знаю, если на улице встречу, я вот из тех, я подойду и спрошу, ну что, как там твой испанский? А ты на испанском спросишь? Я сначала на испанском скажу, потом... Да, так тоже было, и, как правило, ничего не происходит. Вот я всегда за то, чтобы, вот знаете, это как, вот выбрали кого-то себе, пройдите этот путь до конца, а потом можно, закончили курс, да выберите другого преподавателя, если чувствуете, что вам ближе там индивидуальный формат, хочется чуть другого преподавателя, но дойдите эту дорогу, дойдите, не бросайте на полпути, не бросайте, когда осталось одно занятие, это вообще, вот это, наверное, боль, но это тоже есть еще устоявшиеся какие-то модели поведения в голове, когда нам надо вот быстро, срочно, сразу, хорошо, если вот не случилось вот в сей момент, то мы не готовы ждать. Ну, я тебе могу сказать, что это особенности работы с русскими просто. Да, это отзывы, правда. это чисто наша история, потому что даже на этом канале, когда мы пишем видео, у нас будут куча отзывов от аргентинцев, которые будут говорить, молодцы, ребята, там, да, ребята, вы даже напишите, а русские либо не напишут вообще ничего, либо придет тот человек, который прошел 3 занятия, напишет, я у них был, и мне не понравилось. Но ты попадешь в бан, извини. Да. Это действительно у нас такая, менталитет у нас такой. Есть радио Аргентина здесь, Анастасиаде пишет, и вначале мы делали... Подкасты типа? Да, он звал, чтобы говорить с аргентинцами, я тоже, вот, он то же самое рассказывал, он говорит, Аня, вот ты представляешь, вот мы записываем интервью, аргентинцы все пишут, господи, как все хорошо говорят на испанском, какая интересная тема. А вначале по-русски там вообще еще непонятно. Он говорит, какой классный свет, звук, организация русские. Свет говно, звук говно. Звук говно, испанский говно. Все. Да. И давайте менять свое настроение, отношение к миру. Это прям просьба. Но могу сказать еще потому, что многие русские, особенно которые здесь, они здесь ненадолго.
Все же мы должны это учитывать. То есть те, кто остается здесь и пытается интегрироваться, они становятся добрее. Помягче, подобрее, потому что пытаются интегрироваться в общество, да, и, собственно, сюда приехали из-за этого. А те, кто приехал сюда там, на полгода подучить язык там чисто по приколу или что-то такое. Они будут всех насиловать полгода. Ну, им же это не нужно. Им не нужно быть добрее, потому что они скоро вернутся там условно в Россию, где добрых людей уже не осталось. И там придется, в контрах находиться постоянно, то есть... Наверное, да. Мы, наверное, привыкли еще всю жизнь бороться место под солнцем, и это отсюда. Не знаю, меня когда спрашивают, почему мы такие, я всегда впадаю в какое-то молчаливое раздумье, но на самом деле перед аргентинцами я нас жутко всегда защищаю, и всегда говорю, что зато мы очень талантливые, зато мы очень трудолюбивые, зато посмотрите, какой мы сервис делаем, посмотрите. Говорит, Таня, ты можешь работать 24/7, это же кошмар. Я такая, зато я могу. Да. И для них это, многие аргентинцы, мои друзья, меня знаете, уважают только за то, что я дофига работаю, и я приехала и с нуля сделала столько всего, сколько они там за всю свою жизнь ничего не сделали. Кстати, про 24/7. Давай поговорим про интенсив, которые бывают периодически. Сегодня у нас закончился. Сегодня, да. А1, да, у вас закончился? Да. Я например, хожу 2 раза в неделю, там, по 1,5 часа, и мне так хватает. То есть я и так не всегда успеваю переварить информацию. Интенсив, это что такое? Это мой любимый формат. Почему? Объясняю. У нас тоже наш прекрасный мозг, он работает, хотим мы этого или не хотим, он будет работать так, как мы его натренировали уже до этого. И у него есть свои приколы. Один из приколов, когда ты точно это замечал, у нас есть, например, какая-то очень важная задача. Что у нас происходит? Давай, купить кофе. Купить кофе. Что ты делаешь в этот момент? Ты можешь вообще даже, если тебе срочно надо купить кофе, ты просто бежишь, сломя голову, у тебя уже не важно, что ты на занятия опоздаешь, тебе не важно, что там тебе денег не хватает, ты думаешь, ладно, сейчас какой-нибудь подешевле кофе куплю. Ты полностью концентрируешься на этой задаче, и все, то есть ты весь здесь. Что происходит на интенсиве? То же самое. Мы переключаем немного фокус мозга, притом делаем это очень сильно. То есть представляешь, ты начинаешь в день по 3 часа ходить, еще делать домашку, и мозг такой, по-моему, это нам очень надо. Нам точно очень надо. Да, уже 2 недели. Нам это очень надо. И реально у человека очень быстро происходит это. Все, мы здесь, и мы тратим много энергии на это, сил. И точно мы сейчас будем сюда отправлять много ресурса. Отваливаются у нас другие какие-то, отваливаются обязательно. И ты тратишь на интенсиве, не на интенсиве, на своем курсе, сколько времени? Сколько у тебя курс? Месяца 3 получается. Месяца 3, эта программа. А здесь за месяц. Если человек делает домашку, реально ему приходится на стоп ставить там часть своей жизни, это однозначно, он не может жить прежнюю свою жизнь, но это того стоит. Но я могу защитить свою позицию. Давай. Понимаешь, мы проходим тему, например, как купить кофе. Мы ее прошли, и у меня есть целая, почти неделя до следующего занятия, условно, и я могу за эту неделю 5 раз сходить и купить кофе. И я могу это отрепетировать, да, если я хожу на интенсив, я сегодня выучил, как меня зовут, завтра как купить кофе, послезавтра как рассказать, не знаю, своей семье, я не успеваю это закрепить, и у меня в башке паровоз ада. Нет, ты не ходил на наш паровоз, не сел в него, не запрыгнул, поэтому так кажется. Это, конечно, некий такой паровозик ада. Но когда ты приходишь, представляешь, мы там прошли, как про себя рассказать. Второе занятие начинается с повторения. Я всех прошу по очереди рассказать про себя, потом мы говорим, например, там глагол густар прошел, эти все. Потом я говорю, скажи, что ты делаешь. Им приходится все время нанизывать. Сегодня они сдавали старшему преподавателю как экзамен, такой словесный, сегодня много говорили, и все рассказали. Кто-то, конечно, рассказал прям очень много и очень правильно, со всей грамматикой и так далее, очень уверенно. Кстати, очень важно, что многие, когда говорят, до последнего не верят. Человек потом говорит, это я сказал, это вообще я смог сказать. Многие начинают говорят правильно, а потом наш контролирующий, всемогущий нам говорит, мне кажется, мы тут чуть не дотянули, и начинает перемудривать. Самое главное где-то расслабиться, не бояться ошибиться, потому что хуже всем перфекционистам. У меня есть сейчас Лев, который закончил, когда он не волнуется, он вообще прекрасно говорит, и
Но как только начинает себя контролировать, он говорит, я тут 2 ошибки сделал. Все, я понимаю, что следующее он будет троить, потому что он себя взял вот так вот, он старается не ошибиться, и он начинает медленнее говорить, начинает больше ошибок совершать и так далее. То есть в какой-то момент нам надо просто себя отпустить реально. Сколько можно интенсивов пройти подряд? 2 нормально. Прям вот Да, 2 месяца, да? Я прям А1 и А2 рекомендую. Но мы всегда запускаем, мы даем вот эту неделю, но я всегда всех прошу, неделя много очень. Кажется, 7 дней дофига. Я говорю, 7 дней эти ходите хотя бы на разговорный клуб. Слушайте что-то, включайте подкасты. Но мы себе всегда обещаем, но не делаем, да? Но в чат наш интенсива вот эту неделю я сейчас буду отправлять им задания, потому что я хочу, чтобы на А2 они у меня когда пришли, они пришли чуть-чуть не обнулившиеся, они пришли вот уже с хорошим А1. У нас, кстати, про А1 у нас был случай, студентка закончила А1 у нас, и мы сразу запустили интенсив А2. Да. И она пошла с этого интенсива, а все остальные пришли из города, из других школ. И вот мне преподаватель говорит, подходит и говорит, они не знают, что делать. У меня, говорит, одна студентка с сильным А1, а она не знает, какая из наших. Она у нее не вела, она ее не видела. Я говорю, какая это? Она говорит, вот объясняет. Я такая, это наша. Я говорю, а что? Она говорит, слушай, у нее прям хороший, сильный А1. Я говорю, остальные. Она говорит, а у остальных, они уже прошедшие времена какие-то там, у них, говорит, такая каша неразобранная из всего. Она говорит, я не знаю, что я буду с ними делать. И вот мы решали с этой группой, потому что действительно тяжело. Иногда так получается, и это грустно. Поэтому лучше никуда не торопиться в том плане, вот учите настоящее время на А1, учите его, там есть куда учить. Все сразу хотят выучить настоящее время, все прошедшее время. И субхунтиво, пожалуйста, тоже, мы же его используем, мы же желаем кетенгас буэнди. Это же субхунтиво, мне надо разобраться, я не могу говорить, пока я не разобрался. Ну, на самом деле, мне сейчас тоже не хватает, то есть, когда я прошел А1, я такой, я начинаю говорить с кем-то, я говорю, мне же нужно прошедшее время. Да. Я не могу рассказать ни одной истории, потому что все истории уже были. Да. Я такой, мне нужно срочно. Это вот просто терпение, да. Ну вот ты сейчас А2 закроешь, и ты поймешь, да, мы на А2, да, мы стали проходить прошедшие, плюс я еще параллельно дома его немножко подкачал. Теперь у меня другая проблема. Я хочу сказать, что я буду делать в будущем. То есть мы говорим с чуваками на тусовке, на испанском, и я говорю, ребята... Вот, типичный представитель, ему надо рассказать все свои прошлые истории. Да, а теперь мне нужны будущие истории. Я говорю, завтра я хочу пойти на скачки на ипподром. Но я же не знаю, как будет завтра пойти, потому что я не знаю будущего, и у меня начинается новая проблема. Я сейчас прямо расскажу, прямо здесь и сейчас ты сможешь использовать. Берешь глагол «ир». Так. Как будет «я иду»? Шовой. Вот, а потом «шовой», дальше «а» и глагол. «Шовой а ver», что там будешь ver, например, «las películas». «Шовой a caminar», «шовой a ir» и так далее. Все. То есть это уже как будущее получается? Это будущее время, да. Все, пользуйся, пожалуйста, не надо никуда торопиться. Итак, любой, что voy a nadar después de nuestra entrevista? Я пойду поплаваю после нашего интервью. Отлично. Что voy a correr después de nuestra charla? Я пойду побегаю. Все записано в мозг. Все, вот так, приходите. Ну вот, кстати, давай как раз вернемся к теме. Ты говоришь про других учеников с других школ. Школ здесь несколько, не будем это скрывать. Да, здесь их много, на самом деле, открываются все новые и новые. Новые и новые, но учеников вроде как больше не особо становится, конкуренция увеличивается. Расскажи нам, что у нас в Китае, Аргентина такого крутого, что бьет на голову другие школы? У нас сильная команда, я об этом прям уверенно говорю. Мы в команду вкладываем время, ресурсы и так далее, не жалеем, поэтому, наверное, очень грустно прощаться с кем-то, когда кто-то все-таки не выдерживает там динамики, темпа и так далее, либо кто-то начинает левачить, мы сразу тоже прощаемся, это нет. Момент. И мы ориентируемся на потребность учеников. Мы слышим, несмотря на то, что иногда это очень больно и занимает много времени, все равно. И мы все время делаем что-то новое, то есть используем интерактивные платформы. У нас цветные учебники. Сколько стоит напечатать учебники? Если я кому-то покажу ценник, скажут, что я сумасшедшая. Да, реально. Я все время просто смотрю и... Мы бы зарабатывали намного больше. Мы бы зарабатывали, если бы не
печатали эти учебники. Слушай, может быть, их в России напечатать и привезти в А чемодане? ты знаешь, мы реально уже думаем, может, нам где-нибудь какую-нибудь типографию сделать большой тираж, как-то его привезти сюда, потому что печать здесь просто, ну, это космические здесь деньги. можно начать с простой вещи, это туалетная бумага, Да, которая да, да. стоит здесь 300 рублей, ну, $3 за 4 рулончика. Да, а у вас всегда есть и учебники, И кофе. и кофе, да. Поэтому сервис, который мы стараемся предоставлять, и на самом деле вот партнер Алина, она вообще там, если у нас там вдруг по типографии цвет учебника не совпал с предыдущим, я говорю, да, ну ничего страшного. Говорит, боже мой, они у нас разные по цвету. Слушай, это хорошо, что я у вас не работаю, потому что я бы пошел, и типография уже сгорела бы, наверное. Да. Поэтому, но я говорю так, тиранки, говорю, это все-таки не тот самый момент, где мы будем париться. Мы очень много паримся, это правда, и команды, с которой мы начали работать, практически все сохранились. Мы стараемся вот этот поддерживать атмосферу, дарим подарки нашим сотрудникам. На самом деле, ну, ученики тоже становятся частью, я не побоюсь сказать, семьи какой-то. Например, ты нам предложил вести YouTube-канал. Вот. Который уже, кстати, вышел на момент выпуска этого видео. И сам перевел песню. Я когда слушала, получила прям огромное удовольствие, поправила буквально некоторые моменты, и все равно взял и все перезаписал заново, хотя можно было бы и так оставить. Но мне было важно дать обратную связь тоже где-то, чтобы ты для себя что-то новое подчеркнул. Ну и мы проводим открытые уроки, где можно прийти познакомиться. Мы, в общем, за честность с клиентами. Можно прийти, познакомиться. Классные преподаватели, аргентинцы, которые говорят по-русски, либо которые не говорят. Со два преподавателя мы стараемся, чтобы не говорили по-русски. Это помогает сильно прокачивать, согласись. У тебя кто преподаватель? Соня. Соня. Она говорит по-русски. А она говорит, Но для меня это важно на самом деле, потому что Вот я прям всегда против этого. я очень плохо обучаем, вот, и когда я что-то не въезжаю... У тебя хороший результат, плохо обучаем. Ну, например, когда я учился играть в большой теннис, я год не мог правильно повернуть руку. Я не понимал, как это сделать, я каждый раз инструктору просто говорю, мне типа так, потом через год я это понял. Так и здесь, ну то есть если я что-то не понимаю, какой-то вопрос, аргентинцу его сложно задать, я в принципе это сказать не могу, да? А тут я говорю, так, Соня, так, я вот это не понимаю, почему так? Она говорит, ну потому что, а на самом деле проблема в том, что я по-русски думаю, и Да. для меня по-русски это нормально, и сказать. А логика другая. А здесь другая логика. И я не смогу спросить это на аргентинском и получить такой же ответ от аргентинца. То есть на первых этапах становления костяка вот этих слов и фраз это важно. Ну вот один, поэтому ведут преимущественно преподаватели, которые говорят по-русски, но каждый раз мы стараемся за этим следить, и я тоже на своих уроках от большого количества использования русского языка уходим, прям практически говорим уже на испанском. На испанском можно простыми словами объяснить. Да, можно там по-русски, просто это быстрее происходит, ты тратишь меньше энергии. Но я все равно, вот Соня, наверное, единственный преподаватель, который говорит по-русски и ведет А2, потому что все остальные нет. И эта позиция, если есть какие-то прям супер темы или супер вопросы, я прихожу, либо кто-то другой преподаватель русскоговорящий приходит и закрывает этот вопрос. Но, понимаешь, есть такой момент, что люди боятся спросить очень часто. Конечно, да. И бывает такая история, что, ну, допустим, даже на разговорном клубе кто-нибудь зачитает какой-то текст, и понятно, я, например, ничего не понял. И я понимаю, что в моей группе никто ничего не понял, но никто не спрашивает. И я говорю, типа, я не понял. И все такие, о, да, я тоже вроде не понял. То есть всем стыдно признаться, что ты не понял. Да. И на А2 на том же на уроке то же самое получается. То есть что-то мы проходим, и я понимаю, что в какой-то момент я просто прошляпил и вообще не въехал. И я говорю, я не понимаю. И начинается снова это обсуждение, и понятно, что на самом деле никто этого не понял. Но это тоже, вы себе тоже не даете немножко времени и пассиенции, терпения, потому что в определенный момент мы же когда это закрепляем и отрабатываем, то есть если ты не понял там вот 100%, в какой-то момент, я тебе клянусь, ты прям иногда можешь домой идти такой, все, Может упала. То есть этот момент, он тоже такой. И на испанском просто я вижу, у кого преподаватель только, например, говорит на испанском, они вначале
у них такое, знаешь, как замедление, они медленно идут, очень График такой такие, параллельный. А потом взрыв, да? а потом, но они все быстрее начинают говорить, то есть они в какой-то момент прям взлетают. Но один, когда мы только начинаем знакомиться с языком, очень важно, чтобы это была комфортная обстановка, чтобы тебе было кайфово заниматься, чтобы ты не перегорел и не возненавидел язык. И поэтому мы ставим русскоговорящих преподавателей. Есть у нас запросы испанский на испанском с нуля. Мы открывали такую группу, но мы предупреждаем, что все объяснение будет на испанском языке, преподаватель говорит по-русски, но немножко. И кому-то такой вариант тоже подходит. Ну, я вот так учила язык, поэтому... Да, я, конечно, дома для работала. каждого свои варианты. Да, поэтому варианты есть. Окей, еще у нас есть экскурсия, насколько я знаю, и мастер-классы. Экскурсия – мое самое, наверное, любимое направление, которое мы сейчас открыли. Мне кажется, это я делаю для себя. Я очень люблю узнавать город через контексты, и у нас есть преподаватели, которые не только преподаватели языков, но первое образование, он преподаватель истории. Поэтому вот Сан-Тельмо, у нас экскурсия Реколета была, Сан-Тельмо вообще уровень А1, я его всем рекомендую, кто учится или кто закончил. Почему? Или кто учит язык в других школах, пожалуйста, приходите, мы всегда рады видеть, можно только на экскурсию прийти. Ты узнаешь про район, и там есть такая ферия выходного дня, и у нас есть контакты на этой ферии, и мы подходим к продавцам и разговариваем с ними. И если что-то непонятно, мы переводим, но и мы заставляем тех, кто на этой прекрасной экскурсии, коммуницировать, задавать вопросы, и тоже снимаем этот страх, и на самом деле вот эта форма вопроса, когда ты там 3 раза, 4 ты ее услышал, ты уже 4-й раз, это вообще все было на самом деле так легко и просто, ну и плюс ты забираешь очень много информации полезной там. Я, например, раньше думала, там такие розовые камушки, я что-то вообще думала, что это какая-то фигня. Это местный камень, они очень им гордятся, много продается. Он настоящий, он недорогой. И если посмотреть, там есть даже какие-то классные такие ювелирные изделия, они неплохие. А аргентинцы ходят на экскурсии ваши? На аргентинцы мы пока для них не делали экскурсии отдельно, потому что именно как узнать что-то новое, мы на них просто рекламу не запускали. И мне даже мысль-то в голову гениально не проходила. Видимо, на следующем занятии, на следующее видео у нас уже будет еще экскурсия. Да. Классная идея. Мы про аргентинцев немножко всегда забываем, но сегодня у нас, кстати, был первый открытый урок для тех, кто говорит на английском, для англоязычных, тех, кто хотят учить испанский язык. Вот. Они, кстати, очень такие, они же всегда улыбаются и все время извиняются. И вот девушка пока говорила, она 100-500 раз извинилась, и я реально смотрела, думаю, боже мой, какая другая культура. Да, это новый опыт, да. Слушай, а давай еще под финалем про школу. Какие планы на будущее, на ближайшее время есть? Какие-то глобальные есть? Вот глобальный YouTube-канал, да, потому что там не только песни, там аргентинцы пробуют еду. Диалоги, много всего. Да, и я надеюсь, это как-то покажет, что наша школа реально разносторонняя, и мне реально очень приятно, что наш ученик реально это делает. Потом мы записываем онлайн-курс большой, у нас есть онлайн-курсы, когда, если ты живешь за пределами Аргентины, ты можешь присоединиться в онлайн-группу. Это когда в определенное время надо подключиться, и там преподаватель читает, и можно задать вопрос. Это прям онлайн, да. Онлайн. Онлайн, такой же, как офлайн, но онлайн, да. Вся та же программа, и отдельно мы записываем онлайн-курс, который можно пройти самостоятельно. «Говорящая голова» я и Федерико. И там будет много упражнений, но это чисто для самостоятельного обучения. Тоже вся та же самая программа, но все равно вот мы сейчас его запишем, и я понимаю, что онлайн-курсы это тоже не для всех. Вот кто может, знаешь, так сесть такой, собраться, сам выстроить, для очень дисциплинированных людей. Ну, таких людей много, особенно после ковида. Многие поняли, что онлайн им подходит. То есть я пошел офлайн, потому что я не понимаю, я в онлайне через 20 минут отрубаюсь просто. Я такой думаю, пойду чай попью, пойду там что-нибудь в телефоне посижу. В общем, ты меняешь свою деятельность на более интересную. Да, мне скучно становится, да. На офлайне мне просто, я же не могу встать и уйти, да. Не можешь сказать, мне скучно, образование не позволяет. Да, то есть я действительно сижу и учусь, и я понимаю так больше. Но онлайн не въезжаю вообще.
Вот. А кому-то онлайн подходит, наоборот. Да, Кто-то да. офлайн не хочет ходить, не хочет общаться с людьми. Да, так правда есть тоже. У нас есть запрос, там прямо, и мы спрашиваем, почему вот вы живете в Буэнос-Айресе, у нас есть офлайн-группы. Не хочу разговаривать с людьми, не хочу тратить время на дорогу. А кому-то важно онлайн для того, чтобы была возможность, если пропустил, в записи посмотреть видео. Но у нас, кстати, вот про Сибирь мы с тобой говорили, у нас вот буквально 2 человека из Сибири, из моего города, купили курс онлайн, ходят, занимаются. Я думаю, вот надо же, даже Сибирь теперь будет учить испанский, аргентинский. Ну, это да, кстати, интересно. Кстати, давай немножко поговорим про особенности испано-аргентинского, потому что я вот все время прикидываю в процентах, какая разница в процентах между испанским и аргентинским. Я вот даю процентов 15. Что ты скажешь? Мне кажется, чуть больше. Процентов 30. Так. В чем разница? И мы говорим об этом с испанцами, с мексиканцами, те, кто приехали из Венесуэлы. Вот я же каждый вторник бегаю, у нас там мальчик есть из Венесуэлы, и я ему говорю, ты когда переехал, я говорю, скажи мне честно, ты вообще все понимал? Их родной язык испанский, да. На секундочку. Говорит, Таня, говорит, я вообще, говорит, не понимал, говорит, ты не представляешь, процентов 30. Я говорю, серьезно? Он говорит, вот я прихожу на работу устраиваться. Я, говорит, сажусь такой, говорит, человек мне говорит. Он говорит, и я реально какие-то слова, они мне недоступны. Он говорит, а очень стремно спросить, а что это слово значит? Ну, да, стыдно, да. Особенно на собеседовании на работу. И говорит, ты сидишь, говорит, как дурак, смотришь на него. И говорит, и мне кажется, половина собеседований прошло неуспешно, другие глаголы, другое произношение, другое склонение глаголов. Но смотри, я у тебя спрашиваю, например, ¿quieres tomar un café? Хочешь выпить чашечку кофе, да? Или ¿quieres? Вообще ударение по-другому. Да. ¿Quieres? Ну это tú и vos. Да, tú y vos, puedes, podés. Вот это вот подес, когда первый раз слышишь, а если ella, она, да, ella. И вот мы сейчас записываем, кстати, онлайн-курс, и в этом, наверное, самая большая проблема. Мне надо его дать на испанском и на аргентинском, показать это. И у меня в голове вот такое вот «дянш», потому что мне иногда показывают, типа, ты на испанском не сказала, как будет на испанском. Потому что одежда, вокабуляр, вы помните, что ты проходили? Ну, я помню, там ремера, это майка, короче, да. так это называется по-другому в испанском. Да, камисета и ремера, фальда, пошера и так далее. Да. Вы слышите вообще, это вообще разные слова. И так далее. И, конечно, они не знали этого аргентинского вокабуляра. Ну, представьте, ты там жил, например, в Москве, приехал в Питер, а все используют какие-то слова. Ты вроде понимаешь, что говорят, но все время вброс какой-то новой информации. Я вспомнил еще гафас и лентас. Да, а еще есть, например, вот сегодня мне утром преподаватель скинул мем, мы делимся между собой всегда, я тоже с тобой поделюсь обязательно. Аргентинец говорит аргентинцу, который приехал в Испанию. Он говорит, ну теперь ты можешь использовать глагол coger, который я понял, нельзя да. здесь использовать. Сейчас все-таки она сказала этот глагол аргентинца. И тут такой говорит, я не буду, я буду говорить волюдо, я буду говорить там все уличные вот эти слова, которые в Испании их не знают, они их не используют. Поэтому сложно, если кто-то скажет «восос волюдо», может в Испании кому угодно говорит «восос волюдо», «восос волюдо». Если на аргентинца не нарвешься, в общем, для них будет достаточно. А вот это «че» тоже. Они говорят «тио» в Испании. И много таких маленьких нюансов, когда ты только живешь в стране, ты их чувствуешь, понимаешь и можешь передать. Ты же знаешь, наверное, там Бонди уже, автобус, да? Коллективу, который коллективу. В Испании Бонди никто не скажет никогда в жизни, а тут они его используют в укороченном. А компьютер в Испании это мужского рода, а здесь женского рода, ла компу. И для них в Испании будет ощущение, что ты сделал ошибку. И здесь вначале говорил, мне все время поправляли, думаю, да что ж такое? А потом оказалось, что, оказывается, не я ошибаюсь, я просто использую испанский, а для аргентинцев кажется, что я ошибаюсь. Как так получилось? У тебя есть понимание? Кто виноват? Ну, если я вспомню историю, то испанцы, здесь была колония Испании, поэтому здесь должен быть испанский. Что произошло?
почему аргентинцы переделали язык. Вот если мы посмотрим видео там каких-то 80-х, 70-х, очень сильно, ты когда слушаешь, кажется, что они говорят на итальянском. Вот эта тоника абсолютно итальянского языка. И оттуда пошло вот этот «восе», еще, мне кажется, это вообще... «Восе» с тех пошло времен, это было уважительное на «вы» обращались. А оно закрепилось, на самом деле, «вос» — это форма «устед», уважительная, но здесь она закрепилась и стали обращаться так ко всем. То есть здесь сейчас всплывает плашка такая, во всем виноваты итальянцы, да? Во всем виноваты итальянцы, и еще арабы, потому что вот это «охала» и так далее, это все, да, все арабское. Да, давай еще поговорим про стадии восприятия языка. Давай, вот мы сегодня немножко тоже это касались между собой. Есть какой-то момент, ну, например, по моему обучению, что я просто перебрал информацию и чувствуется, что начинаю перегорать, потому что простые слова я уже не хочу использовать, простые диалоги, сложные я еще не могу использовать, и я начинаю злиться, и мне кажется, что я нахожусь на уровне, ну, откатываюсь обратно. То есть я вроде учу, у меня появляются новые слова, я вроде что-то все знаю, но когда я открываю рот, я понимаю, что я уже ничего не могу сказать. И мне кажется, что я деградирую. Классная стадия, я тебя поздравляю, прям вообще деградация, моя любимая стадия. Сейчас это можно вырезать вообще, как ее использовать. Почему я так говорю? Но деградация, моя любимая стадия, только тогда, когда ты продолжаешь учить язык. Что происходит? При любом скачке, и чем сильнее новый скачок, тем сильнее откат. У нас мы не учим язык вот так, это не что-то такое плано, это вот такие... Волны Эллиота. Это прям, да, то есть этот процесс и много разных схем, и ученые давно-давно это доказали уже, что это реально так, придется тебе мне сначала поверить, а потом погуглить. Вот, что... Как это происходит? Представь, что у тебя очень много информации, да, ты уже по-старому говорить не можешь, там, например, еще quiero comer, ты уже можешь говорить там me gustaría comer, me gustaría salir, etc. Ты можешь добавлять какие-то другие, более строить сложные, длинные предложения, можешь мешать уже времена, но они не мешаются, потому что порядок там еще не навели, оно достаточно там все это. И твой мозг говорит, так, подожди, сейчас мы возьмем, значит, неделю и будем наводить порядок. Он в это время там освобождает пространство, он начинает по коробкам раскладывать. Это, я достаточно метафорично говорю. Это как в Windows 95 и 98 была дефрагментация системы с квадратиками. Вот это происходит. Но в этот момент мозг понимает, что он тебе не может отдать, например, вот эту энергию, он занят классификацией информации. Он говорит, ну я сейчас наведу зато порядок. Это как в комнате, когда ты знаешь, что высыпаешь, такой, сейчас мы будем раскладывать. И ты вот в этом бардаке, вроде это уже не лежит все там, вот много всего, но тебе, чтобы что-то найти, занимает время, да? Вот, а этот мозг занимается порядком, ты в это время еще все забираешь эти вещи, которые лежат хаотично, надо подождать. Вот сейчас самое время набраться терпения, сказать классный период, если откат случился, сейчас будет скачок, но главное не останавливаться. Вот почему у многих в языке происходит момент, когда мы на плате, все хорошо, да, мы такие заговорили, мы чувствуем, все, мы прикладываем усилия, мы вроде должны расти, а потом хоп, и провалились в ямку. В это время наводится порядок, не мешайте, говорите, как говорите, криво, косо, в общем, сложно, с ошибками, но говорите. Сейчас порядок наведется, и ты прям почувствуешь, как ты уже говоришь по-новому. Это будет вот прям, ты просыпаешься. А сколько таких скачков может быть в процессе изучения языка? С перехода с уровней на уровень точно. Ну, то есть он не один? Он не один. И ямы наиболее сильные при переходе, например, там, на более сложный уровень. Вот там вообще такая яма может случиться, когда тебе будет казаться такой, я тупой. Я вообще просто я вернулся на один. Я ничего не помню, говорю как вообще. И тоже надо просто пережить и не бросить. Многие бросают вот в этот самый ответственный момент. Окей. Не бросишь? Не брошу. Ну, наверное, на вот этой глобальной теме мы и закончим сегодняшний диалог. Если вам понравилась наша
общение. Вы поставьте там лайки, напишите комментарии. Возможно, мы запишем тему 2. Ну, еще одно видео, задавайте вопросы. Спасибо, что позвала. Спасибо огромное, что пришел и за YouTube-канал. Вы поняли, да, что я вообще фанат теперь этого нашего нового детища. Так что смотрите, пишите хорошие комментарии, пожалуйста. Давайте оценить работу друг друга и будем благодарными. Вот я Аргентине, кстати, очень благодарна и Буэнос-Айресу за новую жизнь. Вот, так что... Чао, амигос. Чао, чао. Hasta luego.